Через месяц раздумий и мук выбора я решил купить Honda NC 750. Договорился о просмотре в нескольких салонах. В одном из них увидел 250-ю CRF. Я не знаю, как так получилось, но уже через 2 часа я ее трогал руками, а на следующий день забрал документы. Чтобы поставить на учет машину или мотоцикл в Германии, надо обратиться в Zulassungsstelle по месту регистрации. С собой нужно принести большой и маленький брифы. Их вам отдаст продавец вместе с договором купли-продажи. Также нужно иметь бумагу о действующем техосмотре и страховое свидетельство. Я страховку оформлял в ХУК Кобург. Номер приходит на электронную почту минут через 20 после заявки. По местным законам письменный договор купли-продажи не обязательный, но я свой принес. Также у меня попросили немецкую банковскую карту и документы о том, что я легально нахожусь в стране. Это тот документ, где указано место регистрации. Далее вам дают талончик на прием к специалисту, и вы ждете своей очереди. Вся процедура по времени займет максимум 30 минут. Сотрудник изучит документы, спросит, хотите ли вы за дополнительную плату выбрать номер с конкретной комбинацией букв и цифр. Если не хотите, вам дают бумажку со случайным номером и объясняют, где его сделать. Обычно это где-то рядом. Идете туда, за 5 минут его изготовят. Стоить будет около 25 евро. Возвращаетесь с номерным знаком к сотруднику, оплачиваете стоимость постановки на учет, примерно 35 евро. Он крепит на номер наклейки со сроком действия техосмотра и регионом, где мото было зарегистрировано. Через месяц вам придет бумажной почтой информация о размере транспортного налога и датой, до которой эта сумма будет списана со счета. Также через 2 недели придет бумага со страховой о размере страховки. В моем случае годовая страховка составила 48 евро и транспортный налог 12 евро. С бюрократией покончили. Что могу сказать о мотоцикле? Я на нем проехал около 30 километров по асфальту при температуре чуть больше нуля. Немного. Но разгоняется он довольно резво. На первой передаче до 40 км в час, на второй до 70 км в час. В Германии почти везде в городах стоит ограничение 50-60 км. Если кому-то мало, напомню, превышение скорости на 30 км в час карается лишением прав на месяц. Со скоростью 90 км в час он едет на 5000 оборотов. Для меня это оптимальная крейсерская скорость. Между 5 и 8 тысячами оборотов он реально так рвется вперед. Если легкого пассажира сзади не привяжете, потеряете на ходу. Мотоцикл можно опустить на траверсах. Взгляните прямо сейчас, как это сделано у меня. Предыдущая владелица была невысокая, поэтому занижала. Я при росте 178 сантиметров полностью стою ногами на земле. Крепление верну назад, как только потеплеет. Коробка передач – это сказка. Она сама читает ваши мысли и переключает передачи. Можете даже в тапочках эндурить, пальцы болеть не будут. Сцепление тоже мягкое. У меня его надо подрегулировать, если что. Подвеска тоже очень мягкая, проглатывает ямы, но есть проблема. Вероятно, колеса спущены, мотоцикл все время плавает вправо и влево. Я сразу даже подумал, что колесо не затянуто или камера пробита. Остановился на обочине и попробовал. Манометра для проверки давления в шинах не было, поэтому просто поехал дальше. Обзору приборной панели мешает провод от АБС. Мой продавец прихватил его хомутом. Я его потом, конечно же, уберу. На время поездки оставил, думал, что на камеру лучше будет видно динамику разгона. Увы, свою ошибку я заметил уже дома. Ощущается вибрация. Обратите внимание на зеркала, когда мотоцикл стоит на светофорах с работающим мотором. Также на 5-6 тысячах оборотов слышен какой-то шум. Если их держать в этом диапазоне, конечно. То ли от вибрации, то ли это нюанс системы выхлопа. Как проверю, скажу точно.
В целом, мотоцикл произвел хорошее впечатление. И если бы можно было вернуться в прошлое, все равно купил бы его. Именно его. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если видео понравилось. Кстати, в предыдущем видео можно найти обзор линейки мотоциклов BMW. Увидимся!